Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний соведущий Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Германия сделает ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ. Тем временем ЕС постепенно доедает скудные резервы, оставшиеся после зимы. Мерц уже успокоил немцев насчет топлива, заявив: кризиса нет. Хотя хранилища пустуют. Александр, а что у них, собственно, меняется? Как-то у них нету кризиса, когда кризис бушует по планете. Что происходит? Все прекрасно. Я напомню, что в 2021 году, во второй половине 2021 года, когда был мировой энергетический кризис, когда цены на газ в Европе, ну, точнее, фьючерсы на месяц вперед в Европе поднимались выше отметки в $1000 за 1000 кубических метров, Урсула фон дер Ляйен выходила и тоже рассказывала о том, что все нормально, кризиса нет. Ну, слово «кризис». Слово на букву «К» вообще не использовалось. Она объясняла, что рыночные механизмы прекрасно работают, все очень хорошо, все прекрасно настроено. А да, сейчас есть некоторые сложности, но они будут преодолены. Где-то вот к 1 апреля 2022 года все сложности будут преодолены. Вот точно-точно. Вдруг кто-то забыл, но 1 апреля 2022 года ничего не закончилось. Кризис продолжался, опять же, кризис мировой энергетически продолжался. Ну и в этом плане сейчас ничего не изменилось. Кроме говорящих голов, которые заседают сейчас в Берлине. Я даже уточню вот эту чудесную цитату про рыночные механизмы. Этот персонаж заявил следующее. Мы делаем ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ. А заполнение газохранилищ по-прежнему планируется, но это должно осуществляться силами компаний, а не по инициативе федерального правительства. Давайте я на русский с немецкого переведу. Это вообще не наша задача. Мы вообще ни при чем. Если что, виноваты компании. Мы никакого отношения к этому не имеем, говорит данный чиновник. То есть речь не о каких-то новых механизмах, речь не о том, что что-то изменится в принципе в самом процессе заполнения подземных хранилищ газа на территории Германии, в частности, и Евросоюза вообще. Нет. Это попытка снять с себя ответственность за происходящие события. И в какой-то мере, можно даже руководство Германии пожалеть. И Мерца, и прочих вот этих вот персонажей. Потому что они пришли очень не вовремя. Очень не вовремя, в период нарастающей нестабильности в мире, в период, когда вдруг неожиданно для них самих начался конфликт на Ближнем Востоке, который неожиданно для очень многих крайне наивных людей, занимающих крайне высокие посты, вдруг неожиданно был перекрыт Ормузский пролив, что привело к исчезновению порядка 10% предложения газа на мировом рынке. Да, 20% СПГ. Это примерно 10% всего газа, который торгуется в мире. То есть не того, который вы добыли и потребляете на своей территории, а который вы куда-то поставляете. Вот из всех вот этих объемов, которые куда-то поставляются, газ, который шел через Ормузский пролив, это около 10%. Это чудовищная величина. Но руководство Германии говорит, все нормально, кризиса нет. Непонятно, правда, почему Германия при этом участвует в процессе извлечения нефти из хранилищ, а также участвует в иных сдерживающих механизмах, которые должны предотвратить острую фазу кризиса, острую фазу дефицита. Вместе с США они участвуют, Япония и рядом там Канада и рядом других стран. Зачем они участвуют, если кризиса нет? Или подразумевается, что, скорее всего, что предпринимаемые нами героические усилия, наверняка что-то такое будет сказано по итогам кризиса, приводят к тому, что ты, простой потребитель, не испытываешь на своем кошельке, на прочих своих частях неблагоприятных последствий острой фазы энергетического кризиса, который бушует в мире. Тут, правда, я бы заметил, что компания Люфтганза, я слышал, она вроде как немецкая, немножечко самую малость противоречит в своих заявлениях заявлению руководства Германии, тем же самым заявлением Мерца. Компания Люфтганза прямо признает, есть дефицит авиатоплива. К примеру, всем очень интересно ведь про авиатопливо.
Ну вот, компания Люфтганза, для которой вопрос авиатоплива – это напрямую вопрос, касающийся ее бизнеса, говорит, да, дефицит есть. Мы предпринимаем различные шаги для того, чтобы этот дефицит не ударил ни по нам, ни по нашим потребителям. Ну, знаете, какие шаги там? Рейсы отменяем, оптимизируем. У нас там захеджированы определенные объемы. Это все, конечно, здорово. Но если конфликт продолжится дольше, лето, если он продолжится осенью, если Ормузский пролив не откроется, даже если он откроется, не восстановится добыча до прежних уровней, производство СПГ не восстановится, то как быть? Кстати, об СПГ. По поводу хранилищ газа данный вот персонаж заявил следующее, что их роль уже не столь значительна, как было 3-4 года назад. Что сейчас, благодаря развитой инфраструктуре по импорту сжиженного природного газа, зимой вообще можно большую часть времени обходиться без ПХГ. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы и Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. То есть, видимо, по его представлениям, накапливался газ, а потом из ПХГ расходовался. Опять же, может быть, с переводом что-то. Может быть, он не четко сформулировал свою мысль. Может быть, ее неправильно передали, неправильно записали, неправильно перевели. Но в том виде, в котором эта мысль звучит, она выглядит очень странно. Давайте я даже прочитаю соответствующую цитату. Он утверждает, что благодаря созданию инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа Германии не придется обеспечивать снабжение в предстоящий зимний период исключительно за счет газохранилищ. Может быть, еще раз, это неправильный перевод. Но было бы неплохо, если бы человек, который по этим вопросам высказывается, по хранению газа, по импорту газа, по распределению газа, что-то понимал в этих вопросах. Я не настаиваю, чтобы он был глубоко с ними знаком, но чтобы он немножечко хотя бы понимал, о чем он говорит. Дело в том, что никогда Германия не опиралась исключительно на подземные хранилища газа при снабжении зимой. Никогда такого не было. Хотя бы потому, что мощностей ПХГ в Германии чисто физически не хватит для снабжения потребителей зимой. Поясню. Мощность подземных хранилищ газа в Германии составляет порядка 24 миллиардов кубических метров. Это объем активного газа, который можно туда закачать и выкачать обратно. Физически газа там больше, но часть этого газа – это буферный газ, он там должен быть. Его не надо выкачивать. Вот можно закачать и обратно выкачать 24 миллиарда кубов. Чуть больше, но округлим.
На момент начала отопительного сезона прошлого в ПХГ Германии было закачано порядка 20 миллиардов кубических метров. Ну, примерно, вот, если опять же округлить. Сейчас к моменту окончания отопительного сезона там оставалось, ну, что-то порядка 5 миллиардов кубических метров. Ну, 20% от мощности. Порядка 5 миллиардов кубов. Сейчас, вот на момент записи этой программы, там порядка 28% заполнено, соответственно, это у нас получается что-то около 7,5 миллиардов кубических метров. Еще раз, около 7,5. Там, что, 7,2 миллиарда кубов. А потребление годовое в Германии в прежние годы составляло около 100 миллиардов кубических метров. Сейчас где-то на 10-15 миллиардов кубов меньше, но в отопительный период ПХГ не хватит для того, чтобы обеспечить весь объем потребления в осенне-зимний период. Ну, потому что зимой обычно, даже в Германии, потребляется газа больше, чем летом. В 1,5, а то и в 2 раза. В общем, раньше, ну, вдруг кто-то донесет до этого мудрого человека эти данные, но раньше, как и всегда, подземные хранилища газа использовались для компенсации сезонной неравномерности потребления, суточной неравномерности потребления и для решения проблем, связанных с различными форс-мажорными обстоятельствами, которых в Германии на протяжении последних лет не наблюдалось, по крайней мере, каких-то больших значимых, о которых стоило бы упоминать. Еще раз, главное – сезонная неравномерность и суточная неравномерность. Что это означает? Это означает, что летом вы загружаете вашу газотранспортную инфраструктуру почти столь же интенсивно, как зимой, но часть газа вы не потребляете, а вы отправляете на хранение с тем, чтобы просто эффективнее загружать эту самую газотранспортную инфраструктуру, чтобы не приходилось кратно больше прокачивать газа в осенне-зимний период. Ну, еще раз, если у вас в 2 раза больше газа потребляется в сутки, то, значит, вам в какой-то момент, если нет ПХГ, ну, я немножечко огрубляю, но в целом это выглядит именно так, вам придется в 2 раза больше газа прокачивать. А значит, у вас должна быть труба большей мощности, чем вам надо летом. То есть летом она будет наполовину заполнена, зимой будет на 100% заполнена. Это неэффективно. Лучше заполнять почти на 100% все время. Просто часть газа вот отправили на хранение. И потом суточные колебания компенсируете. Ну и опять же, вот сезонные колебания. Таким образом вы компенсируете за счет большей загрузки. А суточные колебания, ну вот у вас вчера было плюс 10, сегодня 0. А завтра минус 10. Значит, вам завтра надо будет газа больше, чем надо было вчера, и даже больше, чем сегодня. И вам нужно быстро этот газ получить. За счет чего? Ну, по трубе столько газа сразу вам не прокачают. Я, опять же, несколько огрубляю. Но мы же говорим, ну, вот как бы ориентируясь... Как этого человека, еще раз... Как этого человека зовут? Представитель Минэкономики ФРГ Тим Николас Венцель. Вот, замечательно. Тим Николас. Вдруг, вот как бы мы вот на такого человека рассчитываем, поэтому огрубляем. Так вот, вы из подземного хранилища достаете этот газ и отправляете потребителям, который, ну, близко к ПХГ находится, гораздо ближе, чем центры газодобычи. Даже если это центр газодобычи где-нибудь в Гронингене. От Гронингена все-таки надо этот газ еще будет докачать до Германии. А ПХГ гораздо ближе к потребителю, потому что они на территории Германии. Отобрали газ, поставили. Вот так это работает. Это не означает, что внешние поставки вообще не шли. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в закрепленном комментарии и описании к данному видео. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.